11, да? Давайте мы с вами после такого хорошего назидания обновления откроем с вами 11 псалом и прочитаем с вами этот псалом. Он небольшой, всего 9 стихов, но он очень глубокий для тех, кто смотрит не поверхностно, а смотрит в истину, в корень, в суть всего. Поэтому давайте с вами прочитаем весь псалом и порассуждаем. Итак, начальнику хора на восьмиструнном псалом Давида. Итак, мы продолжаем с вами изучать псалмы Давида. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивы, язык велеречивый. Те, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. Поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро очищенное от земли в горниле 7 раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились». Вот такой короткий псалом, 9 стихов. Но смотрите, что говорит Давид, да, чтобы нам понять все-таки суть этого псалма. Он говорит такие интересные вещи. «Спаси, Господи». То есть он просит о спасении. От кого спаси? Да, то есть мы думаем часто спаси от ситуации, от обстоятельств, еще от кого-то. А здесь он говорит следующее. «Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими». То есть это такое обобщение. То есть он говорит практически про всех. «Спаси от людей вокруг меня, потому что нету праведных, не стало ни одного». Вы знаете, это вторит 13-му псалму. Смотрите, что говорит здесь, опять же, псалом Давида, что здесь написано. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Безумец. В сердце своем нет Бога. Вы знаете? Помните, да, откуда мы это вышли сами? Из Советского Союза, который говорил с пеной у рта, что нет Бога. И Библия называет этих людей безумцами. Хотя в своих глазах и в своем понимании они были даже очень умные. Да? Вот. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть. Если разумеющий, ищущий Бога, все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Нет ни одного. И вот здесь то же самое говорит Давид в 11 псалме. «Ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческих». Нет ни одного. Никому нельзя доверять, никто не поступает правильно. Правильно значит правильно, верно. Понимаете? Да, все. И когда нам говорят, как это возможно, что все? Ну вот как возможно, что все? Ну вот возможно. А возможно и 11-й псалом, и 13-й псалом говорят о том, что все стали поступать неправильно. И потому Бог, написано так, ибо Господь повелевает всем людям повсюду, что? Покаяться. Всем людям повсюду. Даже докторов, да, и этих научных, и этих исследований тоже. Поэтому всем людям повсюду. Нет одного, который лучше, а нет, который хуже. Все, потому что стали равно непотребными. Все уклонились, сделались равно непотребными. Иногда мы начинаем говорить, пусть там каются сначала в парламенте, пусть там каются сначала в тюрьме, пусть там каются те, которые там воруют, убивают, не знаю, что делают. И вот сначала пусть они, потом мы. А во что мне каяться? А что мне каяться? А что я такого делаю? Оказывается, написано, что все стали равно непотребными. То есть Господь всех сравнял. У кого как бы меньше грехов с человеческой точки зрения, у кого как бы больше грехов с человеческой точки зрения, у кого меньшие грехи, да, у кого большие грехи. Но Господь написано всех сравнивает, потому что грех есть грех. И для Него, в отличие от нас, нет меньшего греха или большего греха.
все стали равно непотребными, неподходящими. Как сегодня Андрей говорил о Царстве Божьем, мы неподходящими стали для Царствия Божьего. И потому Давид тоже это говорит, он обобщает, чтобы все люди поняли, что им нужно всем покаяние, им нужно всем примирение, им нужно всем стремиться идти к Богу. Да? И дальше он говорит, ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Все люди вокруг говорят устами льстивыми, притворными, лживыми. Вы скажете, ну вот как это понять? А вот сегодня, как вы думаете, вот на что можно переложить этот пример? Да, все говорят, да? Вот на что можно переложить этот пример сегодня, чтобы нам понять, откуда исходит эта ложь, да? Откуда исходит это притворство, откуда исходит вот эта льстивость, откуда, как вы думаете, вот что сегодня нам говорит вот именно так, как здесь написано? Тут говорят все, а сегодня как это, что значит все, где это все? Ну мы же всех не знаем, да, вот всех не знаем. А вот все, там написано все. Так вот, что сегодня все? Все говорят неправильно, все говорят льстиво, все говорят лживо. Что это все сегодня? Нет ни одного праведного. Да. Есть средства массовой информации. А лучше сказать средства массовой дезинформации. Совершенно верно. Все массово. Да? Андрей из Германии, он знает историю здесь. Да, в Германии, да, во время Второго рейха, или Третьего рейха, да, то есть во время Гитлера, да, была большая промывка мозгов, чтобы Германию просто одурачить, одурманить, повести за собой. И у них не получилось. У них даже было отдел информации, который заведовал такой фашист Геббельс, да, который именно был очень красноречив. Он был прекрасным оратором. И смотрите, что он говорит. Те, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? То есть красноречие, ораторство, это и есть механизм лжи. Когда человек говорит красиво, красноречиво, когда он говорит вот так вот, знаете, лаконично, завораживающе. Харизматично. Харизматично, да. Как хотите называйте, потому что, знаете, это есть хитрое искусство обольщения. У лжи есть хитрое искусство обольщения. Вы помните, как Адам и Ева были обольщены змеем? Хитро. То есть, за этим плодом, да, за плодом из дерева добра, познания добра и зла, у него было два момента, да? То есть один момент он представил, что вы будете как боги. Это была ложь, потому что они как боги никогда не стали, правильно? Но он и представил хорошую часть, которая была ложь сама по себе. А плохую часть, которая была правда, он не представил. Так сегодня тоже, так сегодня работает мир. Когда он хочет что-то выдать, да, он говорит только хорошее, что может быть совсем неправда. А то, что плохое, конечно, будет умолчано. Да, или будет сокрыто. Или, знаете, еще иногда пишут, иногда бывает таким очень мелким шрифтом, так, чтобы вы не прочитали. Так работает сегодня мир везде. Кредит, когда берешь, Везде. там мелочи. И государство, и обычные люди, и торговля, и коммерция. Так работают все. Потому что они не хотят вам что-то, извините, всунуть, они хотят вам продать, они хотят на вас сделать деньги. Они хотят сделать именно так. Поэтому везде ложь. И средства массовой информации. Да, вы скажете, и что тогда делать? И что делать? Боже мой, ты так нарисовал, что теперь хочется, наверное, не знаю, уже в гроб лечь и, как говорится, и умереть, потому что кому же доверять тогда? Да. А вот мои хорошие, мои вы хорошие, сейчас мы посмотрим на выход, потому что никакой псалом не заканчивается вот на такой минорной ноте. Да, мы обрисовываем реальность, но псалмопевец всегда говорит нам, что есть выход. И вот мы сейчас посмотрим их, но я хотел, чтобы вы поняли всю серьезность и тяжесть сегодняшней ситуации, что мы живем в мире лжи, ничего не поменялось, когда был написан этот псалом, да, сколько прошло лет, 3000 лет или 4000 лет, не знаю, много времени прошло, ничего не поменялось с того времени. Ложь и обман были, есть и будут. И хитрое искусство обольщения, когда человек уповает на свое ораторство, уповает на свою
на свое красноречие. Сегодня наши телефонные мошенники, которых вы слышите везде, именно так и работают. Запугиванием, красноречием, ораторством, да, то есть они нас берут нахрапом, берут за испугом, берут ложью, конечно же, обманом. Как ничего не поменялось в этом мире? Ничего! Вы представляете? Ничего. И вот смотрите, Господь истребит все уста льстивые, язык величит. Да, когда Он там истребит? Сегодня меня обманули, сегодня меня, как говорится, ставят. Все придет к свое время. Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, ибо Он назначил день суда, в который праведно будет судить вселенную. Это будет день, но Он дает всем людям понять, мой хороший, у тебя еще есть возможность вернуться, у тебя еще есть возможность обратиться от своих злых путей, у тебя еще есть возможность, Он дает каждому грешнику, да, мы хотим, чтобы вы сегодня застрелили на том же месте, чтобы он упал там бездыханный за все эти беззакония, за все те грехи, которые он делает по отношению к нам, по отношению к другим людям. Мы хотим, чтобы вот сейчас произошло, а Бог долготерпит, вот как нас долготерпел, как вас долготерпел, как меня долготерпел, как всех долготерпит и не хочет, чтобы грешник погиб, вот так он и их долготерпит. Мы не долготерпим, мы хотим, чтобы сейчас, сегодня и сразу все было так, как мы хотим. Потому мы не боги. Поэтому в данном случае мы видим эти беззакония, мы знаем эти беззакония, мы говорим, доколе, Господи, мы это увидим. Смотрите, вот следующий 12 псалом. Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец. 12 псалом. Доколе, Господи, будешь скрывать лицо Твое от меня. Доколе, доколе. Пенекен. Майкен. Да? То есть сколько еще времени, каким пенка. Да? А вот Господь долготерпит всех, как нас долготерпел, так и их долготерпит. Поэтому, мои хорошие, нам тоже нужно, смотря на это, понимать, что и мы должны быть также долготерпеливы. И вместо того, чтобы желать этим людям сгнить там где-то в аду или еще что-то какое-то, мы должны все-таки за них молиться, потому что Господь не желает, чтобы грешный человек погиб. Не желает. Поэтому давайте мы тоже проникнемся вот этой мыслью, что несмотря на то, что мы с вами живем в мире лжи, мы должны набраться веры и молиться за тех, кто нас обижает, за кто нас гонит, кто не желает нам добра. Это трудно, но это уже есть новый уровень. Когда мы перестаем их засловить, когда мы перестаем их своим баджакурим, да? А когда мы начинаем за них стоять в проломе. Итак, смотрите, что дальше написано. «Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят». Все равно те люди, которые хотят уловить, Господь вступится за них, вступится за них, вступится за них, кого хотят уловить, потому что богатые мира сего, неправедные мира сего хотят на нас, да, сделать что-то, да, нажиться или нас использовать, но Господь все равно вступится. Но мои хорошие, за кого Он вступается? Тот бедный, который опять же уповает на человека, который уповает там на полицию, который уповает на какие-то государственные структуры, или который уповает на кого? На Бога! Конечно же, если кому мы прибегаем, тот за нас и вступается. Если мы уповаем на законы нашего государства, на наши полицейские органы, да, то вы понимаете, насколько мы будем защищены. Да? А если мы уповаем на нашего Бога, который есть что? Как мы сегодня читали, сень с правой и с левой руки, да? Который защищает нас и от солнца, и от луны, и от козней сынов человеческих, то, соответственно, моя помощь от Господа, сотворившего небо и землю. А ваша? А ваша откуда? А ваша откуда, да? Обращаясь к нашей интернет-аудитории. А ваша откуда? Откуда ваша помощь придет? Моя помощь приходит от Господа, сотворившего небо и землю. Поэтому к кому мы прибегаем, столько мы и получим, да? И вот смотрите, слова Господни, слова чистые. Тут мы видим ложь, которая вокруг нас, в интернет-пространстве, в телевидении, в газетах. Это же мнение других людей. Что вы слышите по новостям, что вы читаете, это мнение других людей. Это все. Эти статьи писали другие люди, никто другой. Они там просто не появились вот так, вы знаете, вот ни с того ни с сего. Это мнение других людей, мои хорошие. Вы читаете мнение других людей, как вам преподнесли.
Знаете, мы сегодня рассуждали, Андрей был с нами дома, и мы рассуждали, там, один человек хороший говорит мне, вот так и так и так. Вот тут я говорю, я ему верю, хороший брат, все нормально. Но это его мнение, а я хочу еще послушать мнение других людей, против которых он говорит. Вот я хочу услышать, что те сказали бы, ту сторону истории, понимаете? А мы слышим только одну сторону истории. Вот они такие-сякие, вот они это вот они меня не любят, вот они... А я хочу услышать еще ту сторону истории, чтобы понять, а что на самом деле было, как те люди выдают, понимаете? Поэтому, когда мы читаем, слушаем кого-то, мы видим только одну сторону истории, как человек преподносит. А тут написано, слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавленное. Чистое, нету никакой порочности, нету никакой лжи, нету ничего, чему бы нельзя было верить. Все, что написано, всему можно верить, да? Серебро, очищенное от земли, в горниле 7 раз переплавленное. То есть, пока они попали сюда, это только с позволения Господа. Это все прошло испытание 7 раз. То есть, пережили все строи. И рабовладельческие, и феодальные, и какой там, коммунистический, социалистический, все. Все те, которые говорили, безумец в сердце своем сказал, нет Бога. И где безумец? Где безумец? На руинах истории. А слово Господне стоит. 7 раз прошло испытание. Все хотели его погубить, все хотели его сжечь, все хотели его растоптать, но оно все выстояло. И всех посрамило. И всех... Вот тут вы можете найти истину. Серебро. Серебро. Вы помните, да? Мы с вами говорили, первое послание к Коринфянам. Смотрите, из чего вы строите свое духовное здание. Кто строит его из дерева, сена, соломы? Тут написано, в огне все откроется, и это все сгорит. А кто строит его из серебра, золота и драгоценных камней, у того дело устоит. И тот получит награду. Мои вы хорошие, вы должны читать это слово. Как читать не вижу, как читать не понимаю. С верой. Где наша вера, что Господь откроет то, что здесь написано? Почему вы смотрите на себя в зеркало и говорите, Господи, не вижу, Господи, не слышу, ничего уже не соображаю, ничего не понимаю? Где ваша вера, что Дух Святой, который есть внутри вас, если Он там есть, что Он вам поможет понять? Господь, я не понимаю, но я желаю, чтобы Ты помог мне это понять. Поэтому давайте мы наберемся этой веры, давайте мы будем читать с верой и понимать. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего века. Ты соблюдешь свои слова, и Он соблюл. До сих пор эта Библия у нас в руках. А как ее гнали? А как ее запрещали? А как ее рвали? А как ее сжигали? Но написано, ты соблюдешь от этого рода лживого, порочного, да, нечистого, ты соблюдешь. И Он это сделал. Вот до сих пор вы сами свидетели того, как Библия пережила. В этом году исполняется 150 лет, по-моему, или я, может быть, ошибаюсь именно в цифрах, со дня возникновения вот этого перевода, синодального перевода, который 150 лет, да? Да, 150 лет со дня того, как вот этот вот синодальный перевод увидел свет. Да, увидел свет. Его создали в царской России, да, или написали в царской России, и вот 150 лет в этом году мы отмечаем. Вот 150 лет, вот только этот перевод уже у нас есть. А сами библейские манускрипты насчитывают куда больше времени. И Господь все это сохранил. Да, они были найдены в пустыне, в Кумране, Ветхий Завет. Потом другие, да, потом манускрипты были найдены также в других местах. И все это было сохранено. Все это было Господом сохранено от всякого лживого рода. Повсюду ходят нечестивые. Повсюду. Мы с вами каждый день соприкасаемся с нечестивыми людьми. Когда ничтожные сынов человеческих возвысились. Смотрите, ничтожные из сынов человеческих возвышаются. Кто занимает все места там? Возвышается? Ничтожные. Те, которые ничто, не стоят ничего. Обычно они туда пробиваются. Но это всего лишь на короткое время. Это всего лишь на небольшой период. Да, они пользуются этим, а потом написано, как прах,
они возметаются ветром, и их нету. Поэтому, мои дорогие, хочу вас ободрить. Читайте Слово. Здесь вы найдете истину, и здесь вы найдете правду, и здесь вы найдете ободрение, здесь вы найдете утешение. В этом мире вы этого не найдете. Поэтому пусть Господь вас этим благословит. Давайте мы сейчас помолимся и будем расходиться.